Дорогие, я Архангел Михаил. Сегодня мой приход сюда необходим, чтобы пригласить вас. В этот момент, как я сказал вчера, существа, которых вы знаете как женские, работают в великом стремлении распространять любовь на этой планете. Это очень сложная и трудная работа. Многие могут сказать: но любить легко. А я вам отвечаю, что вы не знаете, что такое любовь. Безусловная любовь, о которой мы говорим, это не та любовь, в которой вы живете. Вас учили любить совершенно неуравновешенно, совершенно неправильно, и вы страдаете от всех последствий этого действия. Такого способа любви. Мы говорили это здесь много раз, но никогда не помешает повторить. Кто любит, не торгуется, кто любит, не просит, кто любит, не умоляет. Кто любит, не ждет возвращения, кто любит, не порабощает. Кто любит, не становится рабом, кто любит, любит без страданий. Любить со страданием – это не любовь. Истинная любовь, которая является безусловной любовью, это свет. Она никогда не приносит страданий, никогда не приносит сомнений, никогда не приносит нужды. Тот, кто любит безоговорочно, уважает, отдает себя. Отдает, не прося ничего взамен, только ради удовольствия любить. Не имеет значения, отвечает ли вам объект любви взаимностью или нет. Сердце – это огромная излучающая любовь. Чтобы не вернулось, это значит любить безоговорочно, это значит любить без осуждения, это значит любить без условий. Так можешь ли ты действительно ответить мне, что знаешь, что такое любовь? Итак, я приведу вам еще один пример. Когда мы говорим, что богини излучают любовь на всю планету, найдутся те, кто скажет: но подождите минутку. А те, кто причиняет нам столько вреда? И заслуживают ли этой любви те, кто провоцирует войну? А я отвечаю, что они самые достойные. Потому что в этом случае вопрос не в достоинстве, вопрос в необходимости. Потому что они на неправильном пути, они видят жизнь совершенно неправильным образом. Так что именно они нуждаются в нашей любви больше всего? И как вы это понимаете? Что мы оставляем тех, кто ходит в праведности, и начинаем обращать внимание на тех, кто этого не делает. Видишь ли, как ты судишь, видишь ли ты, каков твой способ любить? Я иду прямо, поэтому он не обращает на меня внимания, чтобы обратить внимание на убийцу. Вот как вы думаете? Так что еще раз повторю. Это не любовь. Мы любим безоговорочно. Вы понимаете, что это такое? Какие бы ошибки вы ни совершали, мы все равно любим. И мы не любим одного больше, чем другого, это ваше дело. О, я люблю тебя больше, чем другого. В нас такого нет, мы любим всех одинаково. Когда мы говорим, что нужно уделять больше внимания тем, у кого в сердце нет любви, это потому, что им нужна помощь, а не наша жалость, не наше стопроцентное внимание. Им нужно, чтобы мы относились к ним так, чтобы они нашли свой путь. Мы никого не презираем. Каждая душа в этой вселенной получает универсальные законы. Это необходимо для того, чтобы во вселенной был мир и равновесие. Но мы никогда не можем осудить кого-то и забыть о нем, потому что он выбрал неверный путь. Его можно осудить, да, в рамках наших законов, но эта энергия будет обработана, она не будет продолжать существовать во Вселенной как отрицательная энергия, она будет трансмутирована в формы и возможности, однажды вы поймете.
Так что не говори, что ты умеешь любить, ты не умеешь. Вы любите несбалансированно, и это не любовь. Истинная любовь – это чистое равновесие. Это не обожание, это не страсть, это не отчаяние, это не тоска, это не ревность. Ничего подобного. Да, это сильное чувство, но оно не вызывает дисбаланса. Это приносит мир, гармонию, все чудесные чувства, которые вы можете испытать. Итак, я хочу сделать большое приглашение для портала, который у нас будет 6 июня, где у нас будет великая медитация под руководством Марии всех существ, которых вы знаете как женские. Женская сила, женская сторона перенесет эту планету на новую временную шкалу, где любовь будет господствовать и действовать гораздо сильнее. Так что ждите, пока время будет сообщено, но это будет в понедельник 6 июня. И одно я хочу прояснить. Некоторые суеверия были созданы именно для того, чтобы сбить вас с толку. Итак, прежде чем поднять тему комбинации чисел, которая произойдет в этот день, я задаю вопрос. Что сильнее, свет или не свет? Каждая цифра, каждая вещь, на которой вы фокусируетесь, заставляет ее расти. Так что это был способ еще раз навести страх и увести вас с пути любви. Поэтому в этот день мы будем излучать много любви. Всю энергию розового луча вокруг этой планеты, устраняя любые следы или следы чего-либо противоположного, что может быть подано в этот день. Так что просто откройте свои сердца, позвольте течь безусловной любви и примите участие в этой великой медитации. Давайте еще раз изменим путешествие планеты на время большей любви, большего света, чтобы мы могли принести в сердца каждого человека уверенность. Мир, вера в то, что вы еще способны многое изменить. Если вы сядете и просто отпустите себя, думая: «О, надежды больше нет, делать больше нечего», на самом деле все будет только ухудшаться. Но если вы верите, что сила любви может многое изменить, так что поехали. Давайте излучать эту любовь, давайте излучать не осуждение, давайте излучать не критику, давайте излучать не поклонение, не дисбаланс. Давайте подумаем, что любовь – это абсолютно огромная и мощная сила, и что она сможет произвести большие изменения в вашем мире. Участвуйте в этом, внесите свой вклад в этот момент, чтобы завтра вы действительно могли посмотреть в зеркало и сказать: «Я кое-что сделал для своей планеты. Я сделал кое-что для своих братьев». И не важно, что продвигают те, кто считает, что простая комбинация цифр имеет силу. Любовь Бога Отца, Матери больше всего в этой вселенной. Любовь богинь, женской силы, не относится ни к какой силе. И в конце концов мы увидим, кто выйдет победителем из всего этого процесса. Те, кто поклоняется злу, готовы. И интересно, мы тоже будем. И я не говорю, что это будет трудный бой, я не говорю, что это будет бой, который принесет потери. Я говорю, что будет только эманация любви, и что эта безусловная любовь, которая будет эманирована, изменит линии времени этой планеты. И тогда вы точно почувствуете последствия. Научитесь, мои братья, излучать безусловную любовь. Научитесь эффективно любить. Не это чувство, о котором вы постоянно говорите, которое вы излучаете. Ты думаешь, что любишь? Любовь – это равновесие, любовь – это сладость, а любовь – это чувство, которое исходит только от вас и распространяется на окружающих вас людей. Не для одного объекта, не для одного человека.
Это чувство распространяется, такова его сила. Так что не сводите такое прекрасное, такое необъятное, такое сильное чувство к чему-то крайне неуравновешенному, когда вы его проживаете. Я с нетерпением жду встречи с вами в понедельник. Как я уже сказал, вести будет Мария, но очевидно, что мы все вместе будем хором действовать в этот великий день великой медитации для эманации любви.